Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Друзья, всем привет! Сегодня героем моего кулинарного видео будет карп. Карп – это, пожалуй, моя самая любимая рыба из пресноводных. Хочу вам предложить рецепт жареного карпа, при котором корочка становится золотистой и хрустящей, а мякоть сочной и вкусной. Карп будет таким, что вы оближете пальчики. И еще, как вы заметили, у меня представлен только один карп. И больше ничего, потому что карп – это рыба настолько самодостаточная, вкусная, что она не нуждается ни в каких приправах и соусах. Кроме соли, перца по вкусу, муки для жарки и масла растительного для жарки, нам ничего больше не понадобится. Итак, давайте приступим. Друзья, сразу вам хочу сказать по поводу плавников. Даже назову ласково – плавничков и хвоста. Я их никогда не обрезаю. Это поистине деликатес, которым можно похрустеть, когда поджарится рыба. Они становятся такими хрустящими, вкусными. Я их никогда не обрезаю. Ну, а вы смотрите сами, на ваше усмотрение. Вот рыбка почищена до такого состояния. Все лишнее я убрала. И теперь будем нарезать рыбу где-то шириной 1-1,5 сантиметра. Почему именно так, объясню. Я буду жарить рыбу на сковороде шириной где-то 2 сантиметра и более. Рыбу нарезают в том случае, если жарят ее на мангале или в казане. Нам же достаточно для полной прожарки рыбы 1-1,5 сантиметра. Итак, нарежем рыбу. Вот на такие кусочки разрезаем рыбу. Ну вот, рыба нарезана. И еще, друзья, хочу обратить ваше внимание, поскольку хвост всегда очень трудно прожаривается, из личного опыта хочу вам предложить такой вариант. Вот видите, вот это хребет. Я просто взяла, обрезала мясо по бокам этого хребта. Вот так это было. И вот с этой стороны. И вот в таком виде уже будет достаточно просто нам будет обжарить вот такую толщину, нежели все 3 куска вместе соединив. Нам осталось только посолить рыбу и поперчить по вкусу. Сколько соли возьмет рыба, я не знаю, но у меня тут где-то вот в пиалочке 1,5 чайные ложки соли и щепотка перца. Сейчас я просто посолю на глаз и перемешаю рыбу прямо вот здесь в мисочке. Солю сколько подсказывает мне моя интуиция. Теперь приподнимаю верхнюю просоленную рыбу, просаливаю ту, которая была снизу. Сильно не усердствуйте. И теперь все перемешаем. Рыбу перемешали, и теперь дадим ей постоять минут 15-20, чтобы она просолела немножко. Далее включаем сковородку.
Наливаем масло так, чтобы масло хорошо покрыло дно. Рыба требует много масла, чтобы была прожаренная, поэтому масла не жалеем. Этого будет достаточно. В миску я положила муку. И теперь каждый кусочек будем обваливать в муке и выкладываем на сковородку. Сейчас у меня рыба жарится на максимальном огне. Я добиваюсь запечатывания сока в рыбе, чтобы он ни в коем случае не уходил в масло. Друзья, рыба жарилась на самом большом огне 5 минут. Теперь я ее переверну. Смотрите, какая зажаристая, красивая корочка получается. Крышкой рыбу закрываем для того, чтобы она хорошо у нас внутри пропарилась. Друзья, крышку сняла, сейчас посмотрю, как прожарилась. Вот видите, все хорошо прожарилось. Прям слышите звук, как стучит? Это под крышкой. Поэтому не стоит бояться закрывать рыбу крышкой. Рыбу снимаем. Под крышкой я жарила только вторую сторону. 5 минут на маленьком огне. Выкладываем на тарелку. Ох, плавнички. Прям в предвкушении, что сейчас буду ими хрустеть. Друзья, как вам такая вкуснятина? Хрустящая, зажаренная корочка. Вы слышите, какой хруст? Посмотрим. Смотрите, какое сочное мясо внутри. Сок льется просто по рукам. Вот такую рыбу надо жарить, тогда она будет вкусная и сочная, с хрустящей корочкой. Сейчас попробую. Это что-то невероятное. Это так вкусно, что я вам не могу передать словами. Друзья, пожарьте карпа по этому рецепту, и вы поймете, насколько это вкусно. Вкуснее не бывает. Я наверху блаженства. У этого карпа просто непревзойденный вкус. Он до того сочный и вкусный и хрустящий. Вот такой результат я вам гарантирую. И если приготовите по моему рецепту, готовьте, наслаждайтесь, радуйтесь жизни. До новых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!